Добрый день! Сегодня мы рассмотрим тему радиовещания. Современная студия радиовещания состоит из помещения, оборудованного сложной аппаратурой. В нем находится микрофон, при помощи которого звуковые колебания превращаются в низкочастотные напряжения. После усиления специальным усилителем эти напряжения подаются к радиопередатчику. Мощные радиопередатчики представляют собой сложные устройства. Основное звено любого передатчика – автогенератор, то есть задающий генератор, который производит первоначальные электрические колебания высокой частоты. Автогенератор – маломощное устройство, и основное требование к нему – стабильность производимых колебаний, то есть стабильность частоты. При помощи специальных умножительных каскадов, так называемых удвоителей, утроителей, если они нужны, частота колебаний автогенератора увеличивается и после соответствующего усиления подается на модуляторный каскад. Здесь происходит своеобразное смешивание этих ВЧ колебаний со звуковыми электрическими колебаниями, идущими из студии. В результате этого на выходе модуляторного каскада получаются ВЧ амплитудно-модулированные колебания. Они имеют высокую частоту, а их амплитуда изменяется в такт со звуковой частотой. Эта модуляция называется амплитудной и является наиболее распространенной в радиовещании на коротких, средних и длинных волнах. На практике используются и другие виды модуляции – частотная и импульсная. Полученные таким образом ВЧ-модулированные колебания подаются на конечный каскад, который является усилителем мощности. Здесь токи и напряжения очень значительны, и в зависимости от мощности передатчика имеет соответственно величину от 1 до 10 ампер и от 5 до 15 тысяч вольт. При помощи специального кабеля, называемого фидером, мощные ВЧ-колебания подаются на передающую антенну. Обычно передающие антенны представляют собой металлические мачты или натянутые провода, изолированные от земли. Во время работы в антенне протекает модулированный ВЧ-ток. Из электротехники мы знаем, что если по проводнику протекает переменный ток, то вокруг него создается электромагнитное поле. Поэтому вокруг передающей антенны тоже образуется переменное электромагнитное поле, которое распространяется в окружающем пространстве. При этом принимаются специальные меры, например, антенну настраивают так, чтобы большая часть передаваемой электрической энергии излучалась в окружающее пространство. В некоторых случаях антенна имеет сложную конструкцию, например, состоит из нескольких антенн для того, чтобы излучение было наиболее интенсивным только в определенном направлении. А теперь давайте рассмотрим, что собой представляют радиоволны. Переменное электромагнитное поле антенны, которое распространяется в окружающем пространстве, называется радиоволнами. Эти волны распространяются в атмосфере и вне ее со скоростью около 300 тысяч км в секунду. Каждый радиопередатчик излучает радиоволны строго определенной длины или, как говорится, работает на строго определенной частоте, которая называется несущей частотой. И на этой частоте не должен больше работать другой, близлежащий передатчик. Радиоволны различной длины распространяются по-разному. Для того, чтобы понять это, рассмотрим рисунок, где показан земной шар и передающий антенну в увеличенном виде. На высоте от 40 до 500 км над землей находится ионосфера. Она состоит из очень разреженных воздушных частиц, которые под воздействием солнечной радиации ионизированы.
Степень этой ионизации зависит от многих факторов – день, ночь, лето, зима и так далее, которые влияют на прохождение радиоволн. Например, днем концентрация ионов больше, и в ионосфере формируется несколько слоев, а ночью концентрация уменьшается, и эти слои выражены слабее. Главное свойство ионосферы – это возможность, благодаря наличию заряженных частиц, отражать радиоволны определенной длины. Радиоволны делятся на частотные диапазоны – длинные волны, средние волны, короткие волны и ультракороткие волны. Рассмотрим длинные волны. Волны этого диапазона называются длинными, поскольку их низкой частоте соответствует большая длина волны, и они занимают такой диапазон частот от 150 до 408 кГц, или длина волны от 2000 до 735 метров. Длинные волны сильно поглощаются ионосферой, и поэтому основное значение имеют приземные радиоволны, которые распространяются, огибая Землю. Длинные волны сильно поглощаются ионосферой, и поэтому основное значение имеют приземные волны, которые распространяются, огибая Землю. Поскольку они распространяются в низких и плотных слоях атмосферы, их интенсивность по мере удаления от передатчика уменьшается сравнительно быстро. Поэтому длинноволновые передатчики должны иметь большую мощность. Так как длинные волны могут распространяться на тысячи километров, то многие международные радиостанции вещают на длинных волнах. Средние волны. Они распространяются на не очень большие расстояния, поскольку могут отражаться только от ионосферы, одного из слоев атмосферы Земли. Передачи на средних волнах лучше принимаются ночью, когда повышается отражательная способность ионосферного слоя. Они занимают такой диапазон частот от 525 до 1600 кГц, или длина волны от 570 до 190 метров. Короткие волны. Короткие волны многократно отражаются от поверхности Земли и от ионосферы, благодаря чему распространяются на очень большие расстояния при малой мощности передатчика. Передачи радиостанции, работающие на коротких волнах, можно принимать на другой стороне земного шара. Днем лучше распространяются более короткие волны, например, 21 и 28 МГц, а ночью более длинные короткие волны, например, 3,5 и 7 МГц. По этой причине любительские КВ-передатчики работают на нескольких диапазонах, то есть в зависимости от обстоятельств могут работать на различных частотах, определяемых Международной конвенцией для радиолюбительской деятельности. Они занимают такой диапазон частот от 3 до 27 МГц, а длина волны от 100 до 11 метров. Так как короткие волны распространяются исключительно посредством отражения ионосферой и Землей, то около передатчика существует так называемая зона молчания или мертвая зона. Ультракороткие волны УКВ распространяются только по прямой, как свет, и могут отражаться лишь от поверхности Земли. Поэтому они пригодны для вещания только на малое расстояние в пределах прямой видимости. Передающие антенны для УКВ монтируются на специальных вышках, установленных на соответствующих высотах. На УКВ-диапазоне работают радиотелефоны, пункты скорой помощи, машины, такси, телевидение, радио. Радиовещание на УКВ ведется в стереоформате, так как здесь слабее помехи. Они занимают такие диапазоны частот. Первый диапазон от 65,8 до 73 МГц. Это длина волны
от 4,56 метра до 4,11 метра. И второй диапазон. Частота от 87,5 до 108 МГц, а длина волны от 3,4 до 2,8 метра. На рисунках, которые мы видели, волна изображена в виде полосы, а вот как она выглядит на самом деле. А теперь еще раз поговорим о передатчиках и антеннах. Передатчик излучает модулированные радиоволны, то есть измененные так, что они несут звуковой сигнал. Чтобы радиоволны несли сигнал звуковой частоты, их модулируют этим сигналом. Мы будем рассматривать модуляцию двух видов: амплитудную АМ и частотную ЧМ. Но о модуляции подробнее поговорим чуть позже. В антенне под воздействием радиоволн возникают электрические колебания той же частоты, что и у радиоволны. Скажем, антенна расположена в верхней части башни передающего радиоцентра. Электрический ток, проходящий по антенне, то вверх, то вниз, возбуждает радиоволны, которые расходятся во всех направлениях. Передающие антенны устанавливают на возвышенных местах, чтобы увеличить дальность передачи. Напоминаю, что такое частота. Частота – это число повторений чего-либо в единицу времени. Частота волны – это число ее максимумов, проходящих за 1 секунду через фиксированную точку. Частота измеряется в герцах. 1 герц – это одно повторение в секунду. А теперь поговорим об амплитуде, так как это надо знать, чтобы понять амплитудную и частотную модуляции. Амплитуда – это максимальное отклонение от положения равновесия при колебаниях. Так, амплитуда волны, бегущей по поверхности волны, равна высоте ее гребня над поверхностью. При амплитудной модуляции изменяют амплитуду несущей волны в соответствии с напряжением сигнала звуковой частоты. Амплитуда несущей волны увеличивается, когда увеличивается напряжение сигнала звуковой частоты, и уменьшается, когда уменьшается это напряжение. До модуляции несущая волна имеет постоянную амплитуду и частоту. Ее частота намного больше звуковой частоты. Частотная модуляция. При частотной модуляции изменяют частоту несущей волны в соответствии с напряжением сигнала звуковой частоты. Частота несущей волны увеличивается при увеличении напряжения этого сигнала и уменьшается при его уменьшении. При частотной модуляции меньше помех, но радиостанции приходится работать в УКВ-диапазоне. Это связано с тем, что частота несущей волны должна быть во много раз больше звуковых частот. Рассмотренные нами радиоволны, излучаемые радиопередатчиками, можно назвать полезными, потому что они являются носителями какой-то полезной информации. Вместе с ними, однако, существуют так называемые паразитные радиоволны, излучаемые различными источниками, такими как молнии, электротранспорт, электросварочные аппараты, неисправные электробытовые приборы и так далее, которые создают помехи в радиоприемных устройствах, например, в телевизорах. Это хорошо видно на данном рисунке. Паразитные источники излучают сигналы преимущественно в диапазоне длинных волн, поэтому прием на более коротких волнах более чистый. Однако на коротких волнах наблюдается неприятное явление – фединг, то есть замирание, которое состоит в том, что время от времени сигналы уменьшают свою интенсивность и даже пропадают на короткое время, после чего снова появляются. Причиной замирания является интерференция отраженных волн различных фаз. Эффект этого неприятного явления можно уменьшить путем использования различных средств,
таких как, например, антифединговые антенны, автоматическая регулировка усиления, АРУ. А теперь подведем итоги. Первое. В радиостудии каждого передатчика имеется микрофон, преобразующий звуковые колебания в электрические. После соответствующего усиления эти низкочастотные колебания подаются на радиопередатчик. Второе. Каждый радиопередатчик имеет автогенератор, который генерирует первоначальные электрические колебания высокой частоты. В модуляторе эти колебания смешиваются с низкочастотными колебаниями, поступившими из студии, и таким образом получаются высокочастотные модулированные колебания, которые после соответствующего усиления мощности подаются на передающую антенну. Третье. В каждой передающей антенне протекает высокочастотный модулированный ток, и вокруг нее образуются и распространяются в окружающем пространстве радиоволны. В зависимости от длины волны различают длинные, средние, короткие и ультракороткие волны. Четвертое. На высоте от 50 до 500 км от поверхности Земли находится ионосфера, в которой разреженные частицы воздуха ионизированы солнечной радиацией. Основным свойством ионосферы является ее способность отражать некоторые радиоволны и возвращать их обратно на Землю. Пятое. Разные радиоволны распространяются на дальние расстояния различным образом. Короткие волны, как и средние волны, в вечернее время покрывают дальние расстояния с отражением от ионосферы. Длинные волны распространяются в основном не отраженной, а приземной волной, огибая Землю. А ультракороткие волны распространяются только по прямой линии, не огибая препятствий и, как правило, не отражаясь ионосферой. На сегодня все. Продолжение будет в следующем уроке. Не забывайте заходить на мой канал. Продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания. До новых встреч.